что, друзья, в этой серии мы отправимся с вами в Австрию, горную страну Европы. И, конечно же, здесь начнется альпинизм и восхождение. После отдыха в Польше мы проехали через Чехию, практически не останавливаясь, мимо города Брно проскочили. И дальше у нас, конечно, цель начать заниматься альпинизмом и совершить восхождение на высшую точку австрийских Альп, вершину Гроссглокнер. Машины. Вот у нас тут еда, все загружено. И едем по Австрии. Любуемся потрясающими красотами. По дороге мы заехали в столицу Австрии, город Вена, попили чаю, друзей, и продолжили наш путь в горную часть страны уже. По дороге я старался как можно больше снимать видов из окна, потому что, конечно, эти знаменитые альпийские луга, они производят очень большое впечатление, такое же, как, к примеру, первый раз, когда вы приезжаете в Осло или видите какие-то норвежские новые для вас виды. Также архитектура. Архитектура в Австрии совершенно другая, она очень интересна, и я старался как можно больше запечатлить на мою GoPro, для того, чтобы потом показать это зрителям, моим друзьям. И тем самым помочь людям больше окунуться в поездку, в понимание этой страны и разделить как бы со мной, моими друзьями, эмоции, которые я получил в процессе этих съемок. Как бы передать их кадрам, конечно, сложно, но я думаю, все-таки какое-то впечатление оно у вас оставит. Якби ми могли тут Я думаю, що так машина важко їде, такий підйом, щоб якби ми підстегнулися. могли встати, то Може, тут повинна бути ми не можемо. якась стояночка. Заїдь. Ты что? Наконец-то я смог на видовое место выйти. Скорее всего, это вершина Гроссглокнер, высшая точка Австрии. И мы сейчас в Австрии. Я добрался вот до смотрового такого места. Мы на секундочку остановились специально, чтобы снять всю эту красоту.
Так, ну что, всем привет, мы находимся в Австрии. И сейчас мы пойдем вот на эту вершинку Гроссглохнер. Спаковались и бегаем и пойдем. Ребята бегают. Ну и нам куда-то. Так, идем на вершинку в сторону, подход. Вот такая смотровая площадка у нас. Крутяк. Так, ну что, маленький осмотр. Национальный парк, National Park. Сейчас вот так быстренько. Австрийские горные речки. Вот, ну или забор воды питьевой. Или что-то такое. Стоит. А мы движемся по ущелью в сторону высшей точки Австрии. Но переход не короткий. Переход достаточно длинный. О нем я расскажу немножко потом. Так, ну в Альпах мы встретили суслика. Вон он за камушком. Вот он ходит к норе. Залез. Залез на нору. Это, кстати, какой-то приют. Вон он, ребят. Братан, привет тебе от кыргызских родственников на Чикташе. Так, ну вот мы пришли в горный приют на высоте 2700. По пути он, Коля вправляет Вите спину. По пути на Гроссглохнер. Вот этот вот. Высшая точка Австрии. И здесь есть приют, этот закрыт сейчас. Он платный. А вот этот бесплатный. С солнечными панелями на всю крышу. Сейчас я попробую внутрь заскочить. Обойдем приют сбоку. Сарайчик. Вот такие окошки здесь классные. Сельмхютте, если я правильно прочитал. Ну и вот приют. Это свободный приют, который зимой открыт. Чтобы вы понимали, ребята. Девчата. Как выглядит приют в Альпах. Зимний, свободный. Такой он как бы, ну как аварийный, чтобы люди не попали в какую-то беду.
Вот. На лето его закрывают, открывают тот, который платный. Так, 2800, а они под Глокнером проковыряли хату. Це історична хата. Звідси сходження ходили в 27-му році. Ну, то есть... Вот и так. Так, ну вот идем в следующий приют. Он вот здесь, на отрожке, где верхняя палочка показывает. Идем, скорее всего, так через перевал и сюда. А вот вершина Глокнер. Глокнер, как-то так. Так, ну смотрите, что такое Виа Феррата в Австрии. Давайте так, с рукой, чтобы сравнить. На перевал пробили. Ні, ну так можна зірватися, полетіти і піздарити. Це була би срака, аби сюди не вийшов. Ну, ми б не полізли сюди. Нет, тут можно, просто надо страховку делать. Та, страховочка. Один вылез закрепил. Ну, На самом деле такое учится в кошках лазить. Просто. Серия? Да, Да. тут через Если оно во туннель льду, просто ты не пролезешь. А, там дальше снова снег будет, да? Да. Ну, конечно, через... Так, ну что, всем, как говорит Вова Котляр, доброе утро. Вчера мы продубасились 1500 на 3500. И пришли вот в такой приют. Это австрийский приют. Я его попозже снаружи сниму. Сейчас мы пойдем на гору сходить попробуем. То есть вот тут матрасики, вешалочки. Вот такие штуки. Это часть открытая, в которой можно бесплатно пожить. Вот такой вид из окон. Дальше мы пойдем вниз. Это бетон. Капитальный бетон. То есть вот это и туалеты с таким же домом. Ну вот, вершина Глокнер. Мы вышли в 6:50 и сейчас потопаем на вершинку. Ну, с альпийских приютов, в частности с австрийских, я в очередном культурном шоке в моей поездке по Европе и Скандинавии. Это, конечно, отели, горные отели, причем посмотрите, где они их располагают. Я попробую потом со стороны снять. На каких-то обрывах сложных, там еще что-то. Ну, круто. Так, ну вот под начало маршрута подошли. Подход выглядит, ну вот вы тропинку видите, да? Гребушек, тропа и вон домик на обрыве построенный. Маршрут один оттуда идет, один оттуда через седловину и с той стороны. Вот кто-то прирулил уже. Сейчас. Вот так выглядит маршрут. Забиты трубы. И вы проходите. Вот оттуда вышли слева. И вот через трубу страховочка. И наверх. Так, ну а теперь гребень снимем. Гребень вот такой. И вон там чувак лыжник сидит наверху. Так, ну что, все, 1 час, мы на вершине. Вот она, высшая точка Альп.
Ребята, посмотрите, какие австрийских Альп, да. Какие здесь на вершинах памятники. Ну, не памятники, точнее, обозначение вершин. Классно. Вон через тот дальний гребень переходик и сюда. Высшая точка Австрии. Ху-ху. Так, спустились с вершины. Вот домики, приюты. Я сейчас с нескольких сторон отсниму. Этот приют откроется скоро. А мы тормознулись в аварийном. Вот. У нас там только, ну, голова чуть заболела. Высоты набор вчера большой был. 2 километра. Поэтому и группы еще ходят вот отсюда. Вот с этих долин мы сейчас встретили целую банду. Так, ну. Приют снаружи. Это верхняя часть приюта, потому что ниже еще целый этаж. Вот такие приюты в Альпах. Что, сходив на вершину, мы спустились вниз к машине и продолжили наш путь дальше. К сожалению, Витя с Леной не смогли пойти с нами на штурмовой выход, потому что предыдущий день небольшой переход с набором в 2 километра, конечно, с непривычки, это достаточно большое серьезное расстояние. Ребята очень вымотались и решили не рисковать и отдохнуть в приюте. Мы с Колей достаточно быстро сходили на вершину и уже отправились. В пути вниз случилась одна небольшая неприятность. Подлый камень, который прятался под снегом, видимо, поджидал меня. Я зацепил его кошкой и дернул и без того мою травмированную ногу. В сентябре на спасработах на Памире я надорвал связки. И этого хватило, чтобы опять создать какой-то прецедент для травмы. Дальше у нас по плану было еще одно восхождение на вершину в Альпах. И потом мы хотели попасть на Матерхорн. Конечно, эта ситуация поставила под вопрос мое восхождение, и дальше следующее небольшое восхождение я пропустил для того, чтобы восстановиться и, возможно, попробовать сходить на Матерхорн.
Остановились в Австрии закупиться в магазинчике. Магазин называется Lidl. Вот он. Дешевая сеть супермаркетов. Ну и посмотрите, какой вид. Мы проезжали эти стены, я их пытался снять на ходу. Но давайте чуть-чуть пройдусь вокруг нашей замечательной машинки. Посмотрим, какие стены. Сюда вот так. Да? А сюда, вон они, здоровенные стены. Финальную часть фильма я оставил съемки нашей дороги в Швейцарию. Красивые маленькие города, дома на фоне замечательных гор, прекрасный ландшафт, зеленые луга и много-много других красивых мест этой страны. Как говорится, просто посмотреть.
Еще маленькая информация по Австрии и в целом по Евросоюзу, так как там вообще запрещено ставить палатки вне кемпингов, еще есть сложности с ночевками в доме на колесах, в бусе. Мы, так как нас уже было 4, спали в основном в Колином бусе. Я иногда, когда была такая возможность, старался рядом неприметненько ставить мою палатку, чтобы сильно не нарушать местные законы. Потому что, как вы понимаете, австрийские, также и норвежские цены, бюджет нашей поездки очень быстро могли сократить, если бы мы пользовались, конечно, отелями. Но в целом в Австрии в магазинах цены намного дешевле, чем в Норвегии, и это приятно радовало. Так, ну вот парковочка в Австрии, как ни странно, ну, наверное, с какими-то бесплатными вот такими вот туалетами там, местами, что для Австрии чуть удивительно, потому что слово дешево или бесплатный Австрии это несовместимо. Вот так вот. По традиции выкладываю отрезок нашей дороги в этом фильме, который был показан. Ну и следующая серия, мы уже приедем в Швейцарию, и там уже будут более серьезные восхождения, будет Матерхорн, будет намного интереснее. Следите, подписывайтесь, комментируйте. Я надеюсь, вам понравилось. До новых встреч.